Всем привет, с вами Светлана, вы на канале Светлана Тим. Сегодняшнее видео будет очень полезно, особенно новичкам в вязании. Я расскажу, какие спицы лучше всего купить, какими спицами лучше всего начинать вязание, если вы хотите научиться вязать спицами. И расскажу всю мою экспириенцию у нас на испанском. Я живу в Аргентине, в городе Буэнос-Айрес. Расскажу вам все мои... В общем, какими спицами я вязала. В 7 лет или в 6, я не помню уже, меня научили вязать бабушка и мама обычными спицами. У нас были алюминиевые спицы, и они, кстати, еще вот такие были волнистые. Ты вяжешь, они гнутся немножко. Ну, в общем, также были круговые спицы, но они были на леске, и там леска соединялась, или тросик. Леска была, не тросик. Это сейчас тросики. Раньше была вот такая леска, типа как для рыбалки, да. И там соединения были, конечно же, ужасные. И ими я вообще не вязала, так как у меня очень сильно там цеплялись петли, мне не нравилось. Поэтому я вязала обычными алюминиевыми спицами. И, кстати, вязали изделия, я вам скажу, неплохие. Вот. Потом у меня был перерыв в вязании, я лет 20, наверное, не вязала. И потом снова начала вязать уже лет, наверное, 15 назад. Я не очень рекомендую вот такие спицы. Почему? Во-первых, устает рука. Когда мы вяжем, вот наша кисть, да, вот мы вяжем, и она, естественно, здесь имеет свое движение. И если у вас весь вес вашего изделия переходит на спицу, плюс сама спица также имеет вес, получается, что вы хотите этого или не хотите, вы под весом все время вот кистью работаете, и она со временем начинает уставать. И еще такие длинные спицы могут мешать. То есть мы вяжем, и они могут стучать об стол или не знаю. Ну, в общем, мне как-то ими вязать не очень удобно, хотя они у меня есть. И для фотографий, для вязания они меня служат. К примеру, смотрите, я вяжу сейчас носочки на круговых спицах. Во-первых, круговая спица, вот она, обычно они приблизительно имеют длину где-то 13 сантиметров, есть покороче спицы 10 сантиметров, еще покороче. Вязать очень удобно вот такими спицами 13 сантиметров, 12,5-13, да. Значит, весь вес, когда вы вяжете большое изделие, оно переходит на леску, на тросик, который лежит у вас на руках, да, то есть весь вес изделия вы когда вяжете, и рука у вас не так устает. Весь вес изделия переходит на тросик. Дальше. Можно вязать круговые изделия по кругу, без шва. Это очень удобно при вязании носочков, очень удобно при вязании варежек, снудов. Также можно вязать, естественно же, изделия сверху вниз, лапопейсы, регланы, что там еще, японское плечо. Ну, в общем, любые изделия, которые мы вяжем сверху вниз, естественно, вяжутся круговыми спицами. В чем как бы предпочтение, да, вязания, к примеру, даже сверху вниз? Вы можете всегда попробовать изделия ваши. И если у вас есть леска, или тросик, или кабель, у нас в Аргентине говорят кабле, то есть кабель, да, агухас кон кабле. И если у вас есть несколько тросиков, вы можете их соединить между собой, вот, и примерить изделие. Есть спицы, которые продаются в наборе. Неважно, я не рекламирую здесь никакую марку. Вот, спицы, набор, разные номера спиц. К ним идут лески разных размеров, от 30 сантиметров, 35 до, не знаю, 1,20 м, по-разному, да, 70 сантиметров, есть разные лески. И вы их можете между собой, даже вот эти лески, соединять. То есть в наборах обычно идут переходники, в наборах идут лески, идут переходники. То есть вы можете соединить одну с другой, и у вас будет такая длинный тросик или леска, или кабель, и вы можете примерить изделие.
Дальше разные размеры спиц. К примеру, вы вяжете пуловер, начинаете резинку, вяжете одним номером спиц, к примеру, номер 3. Да? Дальше вы вяжете. Вот для этого очень хорошо иметь наборы спиц. Но, есть одно но. Наборы, они не дешевые, они дорогие. Все мы вяжем, у всех у нас... по-разному мы чувствуем спицу, да, по-разному мы чувствуем вязание. Кому-то нравится больше, к примеру, понравится больше спицы деревянные. Кому-то очень сильно нравятся спицы металлические. В зависимости от того, какой пряжей вы вяжете и так дальше, невозможно купить все наборы мира и вязать ими. То есть вы для начала, я вам советую купить отдельно спицы. К примеру, вот у нас идут круговые спицы, да? Вы отдельно можете купить спицы и тросик определенной какой-нибудь марки. Мне очень нравится, к примеру, марка Чиагу, производитель Чиагу. Вот, смотрите. Спица и отдельно тросик. Это спицы Лики розовые. Это все можно купить отдельно. То есть покупаете разъемные спицы и тросик, к примеру, 70-80 сантиметров. Вам он пригодится для вязания по кругу. Magic Loop, когда мы вяжем по кругу, длинная леска, или же когда мы вяжем поворотными рядами. Да? Но у вас уже будет одна пара спиц, один номер спиц, к примеру, номер 4, и вы пробуете, как вам вяжется. Нравятся ли вам кончики на этих спицах, нравится ли вам кабель, леска, тросик. Если не нравится, покупайте другие, да, к примеру, не знаю, купите Чиагу. Чиагу нравится многим, они очень хорошие, металлические, к примеру, да, вот идут разные здесь номера. Покупайте спицы и отдельно покупаете кабель. И то же самое, вот, к примеру, да, можно купить отдельно спицы, отдельно кабель. Хорошо закручено. Вот. И получается так, что вы не тратитесь на покупку целого набора спиц. Они стоят недешево. К примеру, я недавно показывала распаковку вот этих спиц Чиагу Forte. В Германии они стоят 350 евро. К нам в Аргентину, чтобы их прислать, надо еще 350 за доставку заплатить. То есть они дорогие. Там они карбоновые, деревянные. Ну, в общем, я оставлю в описании под видео обзор на этот набор. Также оставлю, также, к примеру, вот у меня набор Лики. Я не скажу, что это прям шикарный, мне очень нравится. Мне в них не нравятся лески. То есть вот эти тросики мне у них не очень нравятся. Вот они какие-то, так как у Чиагу, да, у них идет здесь металлический тросик в середине, а сверху вот такой, как бы, я не знаю, он прорезиненный, пластиковый, он такой, очень удобно им вязать методом Magic Loop, да. А эти, ну, Лики, не знаю. Они очень красивые, да. У них хорошее соединение, у них очень хорошая сама спица, мне очень-очень нравится. Они деревянные, такие хорошие, они идут в нескольких разных цветах. Но именно сама леска мне не очень нравится. Дальше, что еще вы можете купить? Вы можете приобрести, к примеру, спицы, но не разъемные, а обычные хороших марок. Вот, к примеру, Ади. Также можно купить спицы, к примеру, вот они не разъемные, но хороших марок, да, Чиагу, к примеру, продает тоже. Вот у меня есть такие спицы. Единственное, то, что мне не нравится, вот они такие изогнутые. Я их уже давно покупала. Даже не знаю, как вам такие вяжете. Нет, мне не нравится. Как-то здесь не очень удобно этот переход. Я думаю, их можно разровнять, но так как у меня есть другие, то у меня эти спицы просто как бы просто есть. Вот, хороший у них тросик, очень хороший. То есть марку Чиагу я всем рекомендую новичкам. Кто не знает, какие спицы покупать, купите одну пару спицы металлические Чиагу. И посмотрите, как вам. Нет, то тогда есть Хая-Хая, есть Лики, есть Чиагу, есть... Ну, марок очень много есть. Knit Pro, Addi,
очень много. И вы можете просто, покупая по одной паре спиц, вязать одной парой спиц и посмотреть, как вам. Я вам не советую покупать дешевые спицы. Я в свое время купила наборы на Алиэкспресс. Вот я вам здесь оставляю фотографии. На металлическом тросике. Я знаю, многие вяжут, многим нравится, но мне я не смогла. Я не могу. У меня устает рука, меня устает плечо. Этот тросик, он все-таки жестковат для Magic Loop и все такое. Мне не нравятся эти спицы. И также мне не нравятся вот эти бамбуковые. Они красивые, не дешевые, у меня они были, но я все это выбросила. Вы знаете, я даже никому не дарила. У меня не поднимается рука подарить человеку такой набор спиц. После того, как он ими повяжет, начнет вязать, он скажет: нет, круговые спицы — это полное, так сказать, не нравится, да, то есть человек просто дальше ими вязать не будет и скажет: не-не-не, спасибо, мне не надо, я буду вязать прямыми спицами, ваши круговые мне не нравятся. Поэтому я их даже никому не дарила, их просто взяла и выбросила. Я думаю, что одну пару хороших спиц раз в несколько месяцев, не знаю, каждый может себе позволить купить, раньше, чем покупать набор непонятных спиц, которыми вы просто не сможете вязать. Эти тросики, они не предназначены для Magic Loop, они не предназначены даже для поворотного вязания, там все петли цепляются, но, в общем, ими вязать невозможно. Поэтому мой вам совет: покупайте спицы хороших марок, которые разъемные, для того, чтобы вы в дальнейшем потом смогли себе докупать, да, разные длинные лески, тросика или размер спиц. Если можете, покупайте сразу набор. Какой набор я советую? Я уже сказала, Chiaogu мне очень нравятся все ихние спицы. У меня совсем коротеньких есть такие коротышки. Коротышки у меня таких нет, я не вяжу, мне не нужны просто. А вот мне нравятся вот эти карбоновые спицы от Chiaogu. Просто мне очень нравится. И тросик у них замечательный. Так что вот такой был у нас с вами сегодня разговор. Оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал. Также приглашаю вас стать спонсором канала. Вы знаете, блогеры в русскоязычном ютубе сейчас как бы есть просадка очень большая в просмотрах. Никто не жалуется, но тем не менее, для того, чтобы снять видео, все-таки это время, это наши идеи, это наша работа, да. Поэтому, если вы хотите, можете стать спонсором канала. Также спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Если кто живет в городе Буэнос-Айрес, пишите, можем встретиться, вместе где-нибудь повязать. На этом все. Всем удачи и всем пока.